В Гватемале произошло мощное извержение вулкана Фуэго, одного из самых активных и опасных стратовулканов в Центральной Америке. Повышение активности вулкана зафиксировали в понедельник, 3 августа. Национальный институт сейсмологии и вулканологии Гватемалы зафиксировал резкое, скачкообразное увеличение внутренней активности исполина. Буквально за пару часов обычный, привычный для местных жителей режим курения вулкана сменился мощными подземными толчками и непрерывным гулом. К вечеру понедельника вулкан вошел в фазу непрерывного извержения. Из кратера начали вылетать вулканические бомбы, а высота лавовых фонтанов достигла 300 метров. Власти объявили оранжевый уровень опасности, а в некоторых районах максимальный красный уровень. Началась массовая эвакуация населения. К утру вторника, 4 августа, вулкан непрерывно взрывался уже более 23 часов подряд. Директор Национального института сейсмологии и вулканологии Гватемалы Эдвин Рохас на экстренной пресс-конференции заявил: «Мы фиксируем одну из самых сильных взрывных фаз за последние годы. Вулкан выбрасывает колоссальные объемы энергии». В результате извержения столб дыма и пепла поднялся на высоту до 6000 метров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на запад и северо-запад, накрыв территории в радиусе до 100-150 километров от вершины вулкана. Жители 7 департаментов Гватемалы, включая Сучитепекес, Салала, Кесальтенанго и Сан-Маркос, сообщили о том, что день превратился в сумерки. Серая вулканическая пыль начала засыпать крыши домов, плантации кофе и водоемы. Главную угрозу для инфраструктуры и жизни людей в радиусе 10 километров от вулкана представляют не лавовые, а пирокластические потоки. Это быстро движущиеся смеси раскаленного вулканического газа, пепла, пемзы и обломков горных пород. Скорость движения таких потоков по склонам может порой превышать 700 километров в час, а внутренняя температура доходит до 1000 градусов Цельсия. Склоны Фуэго изрезаны глубокими ущельями, которые здесь называют барранкос. Раскаленные смеси газов, пепла и обломков пород хлынули сразу по 5 таким ущельям. Это барранки Сека, Синиза, Танилуя, Хонда и Лас-Лахас. Длина схода потоков составила от 5 до 7 километров. Власти призвали жителей придерживаться принципа самоэвакуации, если они чувствуют угрозу. Экстренные службы немедленно начали вывозить людей из наиболее уязвимых деревень на склонах, таких как Эль-Порвенир и Лас-Лахитос в муниципалитете Сан-Хуан-Алатенанго. На данный момент в спешно организованных временных убежищах в городах Алатенанго и Эскуинтля размещено около 1700 человек. По всей зоне бедствия полностью отменены очные занятия в школах, а Министерство образования оценивает ситуацию, чтобы продлить этот режим. Полиция перекрыла трассу номер 14, которая огибает горный хребет и связывает южное побережье с туристическими центрами, поскольку данная магистраль пересекает зоны возможного схода пирокластического материала.
Однако спасательная операция столкнулась с серьезным вызовом. Спасатели вынуждены ходить буквально от дома к дому, уговаривая семьи уехать. Дело в том, что многие фермеры и бедные местные жители наотрез отказываются покидать свои жилища. Причина банальна – страх перед мародерами. Люди боятся, что если они уйдут, их скот и имущество разворуют. Для решения этого вопроса Министерство обороны Гватемалы задействовало армейские подразделения. Военные совместно с полицией взяли под охрану периметр отселенных деревень для предотвращения мародерства. Такие превентивные меры властей имеют под собой очень мрачное историческое основание. Всего 8 лет назад, в июне 2018 года, Фуэго произвел одно из самых разрушительных извержений в своей истории. Тогда пирокластические потоки сошли настолько внезапно, что буквально похоронили под слоем раскаленного пепла целые деревни – Сан-Мигель-Лос-Лотес и Эль-Родео. Тогда погибло 194 человека, а еще 234 навсегда остались в списках пропавших без вести. Нынешнее извержение нанесло серьезный удар и по туризму. Всего в 16 километрах от кратера находится Антигуа-Гватемала, древняя колониальная столица, объект всемирного наследия ЮНЕСКО и главный туристический хаб страны. Обычно сюда съезжаются тысячи туристов со всего мира, чтобы совершить восхождение на соседний спящий вулкан Акатенанго и оттуда сделать эффектные кадры взрывов Фуэго. Сегодня доступ к Фуэго и Акатенанго закрыт на неопределенный срок. Туристам запрещено даже приближаться к опасной зоне. Дирекция гражданской авиации выпустила предупреждение для пилотов о наличии взвеси силикатных частиц в воздухе. При этом международный аэропорт Ла Аурора в столице продолжает работу по фактической погоде. На утро среды, 5 августа, отмечается постепенное снижение интенсивности взрывов Фуэго, однако оранжевый уровень тревоги сохраняется. Основным фактором риска на ближайшие дни остаются метеорологические условия. В случае выпадения обильных осадков в горной системе есть высокая вероятность формирования лахаров, вулканических грязевых потоков, способных двигаться по руслам рек на значительные расстояния.